Всем привет, дорогие друзья! За все время мотостроения в поисках лучшего было построено большое количество нетипичных мотоциклов, которые удивляют и по сей день. В сегодняшнем выпуске вы увидите десятку самых нестандартных спортбайков, которые поражают своими задумками и возможностями. Открывает топ необычный спортбайк на кардане BMW HP2 Sport, который баварская компания представила на свет в 2008 году. Его изюминкой является оппозитный двигатель объемом в 1170 кубических сантиметров, способный раскручиваться до 9500 оборотов в минуту. Он выдает 133 лошадиные силы и 115 ньютон-метров крутящего момента. BMW HP2 Sport разгоняется до сотни за 2,9 секунды, а максимальная скорость составляет 260 км в час. При этом средний расход заявлен в 6,5 литров на 100 км. Бак вмещает 16 литров топлива, сниженная масса 199 кг. Далее идет мотоцикл будущего Hypersport от канадской компании Demon Motorcycles. Его электрический двигатель выдает 200 лошадиных сил и 200 ньютон-метров крутящего момента. Разгон до 100 занимает 3 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке в 322 км в час. Дальность пробега на одной зарядке 323 км по хайвею или 482 по городу, где часто включается система рекуперации при торможениях. Но самая необычная фишка Hypersport – трансформация, которая решает вечную проблему с посадкой прямо на ходу. В памяти можно сохранить различные регулировки высоты лобового стекла, ручек руля, сиденья и подножек и переключаться между ними нажатием кнопки. Y2K MTT – единственный разрешенный к дорогам общего пользования мотоцикл, который оснащается газотурбинным двигателем. Он выдает 320 лошадиных сил при 52 тысячах оборотов в минуту и 576 ньютон-метров уже на 2000. Весь вес мотоцикла составляет 227 килограммов, а максимальная скорость 402 км в час. Разгон от 0 до сотни за 1,5 секунды, от 0 до 300 км в час за 15 секунд. Выхлопные газы достигают температуры в 650 градусов и способны расплавить бампер близко стоящего сзади на светофоре автомобиля. Kawasaki Ninja H2R. Эта модель является гоночной версией Kawasaki Ninja H2. Она предназначена для трека и выдает невероятные 326 лошадиных сил и 165 ньютон-метров крутящего момента с инерционным наддувом. Разумеется, главная изюминка этого мотоцикла – это его двигатель. 998-кубовая рядная четверка оснащается центробежным турбонаддувом. Именно такая схема турбонагнетателя была выбрана для Kawasaki Ninja H2R по той причине, что воздух в такой системе нагревается меньше всего, и здесь не требуется установки интеркулера. Впрочем, чудовищный двигатель с турбонаддувом отнюдь не единственное достоинство Kawasaki Ninja H2R. Весь обвес мотоцикла изготовлен с оглядкой на долгие тестирования в аэротрубе. Прижимная сила идеально распределяется как при бешеном ускорении по прямой, так и при прохождении поворотов. Кроме того, некоторые элементы обвеса мотоцикла изготовлены не из пластика, а из углеродного волокна. При сниженной массе в 216 кг от 0 до сотни H2R телепортируется за 2,5 секунды. Максимальная скорость достигает 400 км в час. А теоретически, при условии снятия всех ограничений, H2R способен разогнаться до 450 км в час.
Honda NR 750. Этот шедевральный спортбайк, который при появлении в 1991 году казался мотоциклом с другой планеты и сейчас заставляет снимать шляпу перед инженерами Honda. В первую очередь был придуман сумасшедший двигатель, а потом уже мотоцикл был построен вокруг него. 4 цилиндра расположены V-образно, имеют овальные поршни с овальными кольцами, 4 верхних распредвала по 2 на блок и 32 клапана. Каждый поршень имеет по 2 шатуна, а цилиндр по 8 клапанов. Мощность двигателя была ограничена 130 лошадиными силами при 14 тысячах оборотов в минуту, хотя он мог выдавать и больше. Несмотря на такой двигатель, и сам NR 750 был важным шагом вперед в двухколесном мире. Ведь это первый японский спортбайк, оснащенный многоточечным впрыском топлива, перевернутой вилкой, карбоновыми панелями обтекателя, разными титановыми элементами и радиаторами бокового расположения. Всего было сделано 322 экземпляра. Norton F1. Этот уникальный спортбайк появился в 1989 году и является гражданской версией гоночного RCV 588. Главная изюминка мотоцикла — это роторный 588-кубовый двигатель, который на гоночной версии выдавал 120 лошадиных сил и разгонял байк почти до 300 км в час. В 1989 году с гонщиком Стивом Спреем RCV 588 привез чемпионский титул Norton. Далее мотоцикл завоевал победу на гонках ТТ в 1992 году, и даже не получив титула в 1993, мотоцикл привез Norton 22 подиума. Гражданская версия имеет, конечно, меньшую мощность, это 95 лошадиных сил на 9500 оборотов в минуту, а крутящий момент составляет 77 Нм на 7500. Сниженная масса мотоцикла 202 кг. Бак вмещает 20 литров топлива, потому что средний расход составляет около 8 литров на 100 км. Has anybody got a fire extinguisher in the motorbike? Please have it. Fire extinguisher, anybody? В 1966 году был представлен гоночный мотоцикл Honda RC166, специально для участия в гонках ТТ на острове Мэн. Его особенностью является 250-кубовый шестицилиндровый 24-клапанный двигатель с 6 карбюраторами. Именно он был взят за основу для Honda CBX-1000. Миниатюрный мотор выдавал 64 лошадиные силы на 18 тысячах оборотов в минуту, а двигатель легко раскручивался больше 20 тысяч. Рабочий диапазон этого малыша оказался столь узок, что инженерам Honda пришлось поставить 7-ступенчатую коробку передач. Honda RC166 приходил первым на всех 10 гонках ТТ на острове Мэн 1966 года. Еще бы, малыш имел сухую массу 112 кг, а максимальная скорость составляла 240 км в час. И чтобы хоть как-то сдержать Honda, позже были введены ограничения по цилиндрам в гоночных сериях. Компания Zutter представила двухтактный гоночный мотоцикл Zutter MMX 500. Швейцарский производитель создал истинную трековую машину, которая является современным отображением гоночных байков прошлого. Мотоцикл оборудован двухтактным 4-цилиндровым V-образным двигателем с рабочим объемом 576 кубических сантиметров. Максимальная мощность этой фантастической силовой установки составляет 195 лошадиных сил при 13 тысячах оборотов в минуту. Стоит отметить, что сухой вес гоночного снаряда при этом равен всего 127 кг. Таким образом, удельная мощность Zutter MMX 500 составляет 1,5 лошадиные силы на 1 кг. Мотоцикл выпущен ограниченной партией в 99 штук. Его цена составила $125 тысяч.
Однако Saturn MX 500 все же не удалось превзойти короля двухтактных мотоциклов по мощности, который создала, естественно, Honda. Да, это не серийная модель, а трековый болид Honda NSR 500. Злейший супербайк выпускался с 1984 по 2002 год. Его мощнейший четырехцилиндровый V-образный двухтактный двигатель объемом всего 498 кубических сантиметров в последней версии 2000 года выдавал аж 200 лошадиных сил на 14 тысячах оборотов в минуту, а крутящий момент составлял 106 ньютон-метров. И это при массе, внимания, в 135 килограмм. Неудивительно, что байк разгонялся до 100 км в час за 2 с небольшим секунды, а максимальная скорость превышала 300 км в час. А теперь представьте, если бы Honda сделала бы просто литровую версию этого монстра, мощность которого, по идее, должна была быть уже около 400 лошадиных сил. Еще одна интересная спортивная модель — это Honda RC211V, которая производилась с 2002 по 2006 год. Спортбайк пришел на смену модели NSR 500, так как изменились правила чемпионата мира. Вместо 500-кубового класса был создан новый класс MotoGP, к участию в котором допускались мотоциклы с четырехтактным двигателем рабочим объемом до 990 кубических сантиметров, который мог иметь от 3 до 6 цилиндров. Рабочий объем двигателя, согласно правилам чемпионата, составлял именно 990 кубических сантиметров. Это был четырехтактный агрегат жидкостного охлаждения с 5 четырехклапанными цилиндрами. Максимальная мощность этой силовой установки составляла 197 лошадиных сил, которая в поздних моделях была доведена до 240 лошадиных сил. Максимальная скорость мотоцикла составляла около 350 км в час.